В базе данных научных исследований SSRN я нашел интересное относительно скорлупы грецкого ореха. Меня удивило, что мы выбрасываем скорлупу, а она полезна для волос, кожи, десен, суставов, заживляет раны. В общем, послушайте эту короткую выжимку, а затем я расскажу, как правильно применять ее. Итак, были исследованы такие показатели, как витамины, минеральные вещества, аминокислоты и биофлавоноиды. Результаты показали, что содержание витамина Е от 8 до 9 мг, витамина С от 9 до 15 мг, содержание бета-каротина от 50 до 70 микрограмм, йода от 5 до 15 микрограмм, железа от 3 до 6 мг, цинка от 3 до 7 мг. То есть скорлупа – это не только клетчатка, она действительно содержит ценные витамины и минералы и может быть полезна для здоровья. Также показали достаточно богатый аминокислотный состав и содержание антиоксидантов. Кверцетина в скорлупе ореха содержится от 1 до 1,5 мг, катехина от 2,5 до 12 мг, дубильных веществ от 600 до 800 мг. Эти исследования доказывают, что народная медицина оказалась права, применяя скорлупу для избавления от боли в суставах, лечения десен, заживления ран и подавления роста раковых образований. Понятное дело, учитывая концентрацию, эффект будет небольшой и не быстро, но он будет. И что немаловажно, средство доступное и бесплатное. Доказана также адсорбционная способность по отношению к ионам оксида железа и кадмия, то есть скорлупа способна выводить тяжелые металлы из организма. Зачитаю, какие выводы сделали ученые. По результатам анализа планируется разработать технологию получения экстракта, который можно будет использовать в качестве пищевой добавки. То есть это не плацебо, а реально полезное средство. В других источниках я нашел, какое именно вещество влияет на раковые клетки. Вот как там написано в переводе с английского. Грецкие орехи и их скорлупа могут снизить уровень заболеваемости раком молочной железы, толстой кишки и простаты. Это связано с тем, что уролитины обладают противовоспалительным действием, которое предотвращает рак. Считается, что именно уролитин стимулирует процесс митофагии, помогающий клеткам очищаться и обновляться. Добавлю, что митофагия – это селективное разрушение митохондрий путем аутофагии. В общем, перехожу к рецептам народной медицины. Но сразу предупреждаю, это взято с интернета, поэтому подходите ко всему с мудростью. Для быстрого заживления ран на теле используется измельченная в порошок скорлупа и просто посыпается на место, где образовалась ранка. Измельчить скорлупу можно в каменной ступке. Разумеется, предварительно скорлупу необходимо очистить от грязи, промыть водой и высушить. Этот же порошкообразный состав можно принимать и вовнутрь. Это применяли в борьбе с маточным кровотечением и средством для очищения организма. Следующий рецепт от доктора Морозова, который активно практикует методы народной медицины. Для приготовления отвара возьмите скорлупу 20 орехов и измельчите. Залейте молотую скорлупу половиной литра кипятка и держите на медленном огне 10-20 минут. Затем укутайте кастрюлю с отваром на 2 часа, остудите и процедите. Для профилактики тромбоза или при йододефицитном заболевании щитовидки принимайте отвар за полчаса до еды по 2 столовых ложки в течение 2 недель. После 10-дневного перерыва повторите курс. В год можно проводить до 4 курсов. Проблемы с воспалениями в дыхательных путях и бронхах поможет устранить отвар, в рецепт приготовления которого входят следующие ингредиенты. Скорлупа 4 орехов, 1 столовая ложка сушеного цвета бузины, 1 столовая ложка меда, пол-литра воды. Все компоненты необходимо смешать и проварить 30 минут. Готовый отвар остудить и процедить. Для эффективного лечения болезней дыхательной системы средство необходимо принимать ежедневно по 1 столовой ложке за 20 минут до еды. При любых проблемах с суставами и болях нужно взять 1 столовую ложку перегородок, поместить в емкость с водой 250 мл и варить 5 минут. Затем настоять 20 минут. Пить по полстакана 2 раза в день утром и вечером. Курс 2 недели, затем сделать перерыв. Этот отвар также используют, чтобы нормализовать сахар в крови. Следующий отвар может заменить дорогостоящий бальзам для укрепления волос и придаст им здоровый блестящий вид.
Лечебные свойства отвара проявляются в предупреждении процессов облысения, выпадения волос и чтобы они не секлись. Возьмите пол-литра воды и горсть скорлупы. Варите 15 минут до появления темного цвета. Затем настоять 20 минут и процедить. Наносить на чистые волосы, подержать 1-2 минуты и смыть водой. Обращаю ваше внимание, что здесь нет точной пропорции воды и скорлупы, потому что каждый делает его по-разному. Кому нужен просто ополаскиватель, добавляют немного орехов. Кому нужен бальзам, делают концентрацию побольше. А кто хочет закамуфлировать седину или даже изменить цвет волос, делают более насыщенный отвар путем удлинения времени кипячения. Еще я нашел простой рецепт от зубного камня. 20 грамм сушеной и измельченной скорлупы грецкого ореха залить 1 чашкой воды. Кипятить под крышкой не более 20 минут, час настаивать. На выходе должна получиться жидкость темно-коричневого цвета. Налить 1/4 стакана отвара и положить туда зубную щетку. Через 5 минут приступить к чистке зубов. Процедуру проводить после еды и перед сном. Средство даст свой результат не сразу. Понадобится от 1 до 3 недель. А еще я узнал, что порошок из скорлупы грецкого ореха – популярный ингредиент отшелушивающих средств для лица и тела, а также скрабов для ног. Его используют многие компании. Однако вы можете самостоятельно измельчить скорлупу до состояния порошка и применять в качестве скраба при умывании, ведь это безопасно и экологично. Не стесняйтесь оставить комментарии, что вы думаете о скорлупе орехов или, может быть, у вас был опыт ее применения. Поделитесь с нами.